Привет! Как прошли ваши выходные? Что интересненького делали, куда ходили? Такие вопросы вы услышите часто в свой адрес от англофонов. Это называется small talk. Особенно, когда это происходит в понедельник, вы пришли, или после отпуска вы приехали. И вас просто бомбардируют этими вопросами. И очень часто неподготовленному человеку, особенно который приходит из другой культуры, на такие вопросы ответ давать не совсем легко. Особенно, если вы на выходных ничего не делали, сидели просто и плевали в потолок. Напоминаю, это small talk, и в культуре англофонов small talk подразумевает какую-то особенную манеру ведения разговора. Подобного рода высказывания, что они все неискренние, никому ничего не надо, это просто вам так говорят, и всем вообще наплевать на вас. И я уже про это говорил, да. Ну, посудите сами, какое вам дело до незнакомого вам человека. Но согласитесь, приятно, когда человек все-таки спрашивает, а не сдохли вы еще, как у вас дела, и человек помнит, что вы говорили, что у вас что-то там болит, и интересуется, зажила ли у вас печень или что-нибудь в этом роде. Small talk – это такая церемония. Это когда кто-то чихнул, у нас в культуре принято обязательно говорить «будь здоров». Например, в Японии, когда я жил, когда я чихал, мне никто ничего не говорил. Было такое awkward silence. Мне казалось это чем-то странным. Теперь мне так это не кажется, потому что я понимаю, что в каждой стране, в любой туле свой самовар. Поэтому сегодня я научу вас, как вести этот small talk и чего отвечать, когда вас бомбардируют вопросами, как вы провели свой выходной, и что отвечать, когда особо отвечать нечего и ничего вы не делали. Окей, начнем прежде всего с вопроса, чтобы вы могли понимать, когда вас спрашивают How was your weekend? What did you do this weekend или last weekend, в зависимости от того, как далеко он от вас находится. У вас могут также спросить Did you do anything special this weekend? Or did you do anything fun this weekend? И если вы ничего не делали, то вы можете ответить сразу, right off the bat, not really. Not really – это менее обрывочное, обрывистое, отрывистое, отрывистый, вернее, ответ «нет». Если вы можете избежать no, избегайте, говорите как-нибудь витиевато. Not really. Почему сам ответ no является, вернее, ощущается, воспринимается или даже может быть воспринят собеседником вашим, как нежелание ваше с ним общаться, может быть, вы заняты, может, у вас плохой день, неважно. После этого не говорите, что очень трудно завести друзей, потому что никто вас не понимает, а все потому, что вы не умеете просто вести small talk. Другая страна, свои традиции. Итак, если вы ничего не делали и уикенд у вас был не очень, вы можете сказать, если вас спросили Did you do anything special, вы говорите Not really. Если у вас спросили общим вопросом How was your weekend, даже если все было на букву Х, не подумайте, что хорошо, вы можете сказать It was okay. It was okay, it was fine. Fine и okay, они дают нам оценку 3. Удовлетворительно. Но мы не рады, когда такое случается. Поэтому okay это то, что соответствует в русском языке нормально. Okay или fine. Если у вас все было нормально, хорошо, вы можете сказать it was pretty good. Если у вас было на самом деле все хорошо, тогда вы можете сказать it was good. Напоминаю, что pretty good не дотягивает немножко до good. Ну и, соответственно, если у вас все было классно, замечательно, вы хотите поделиться с тем, что вы делали, что у вас происходило, можно сказать it was great. Или просто одним словом great. Я люблю очень позитивные слова, поэтому я могу сказать 3. Такой хит-парад, top 3 of my favorite words. Когда меня спрашивают, неважно, how are you, how's it going, how was your weekend, how was your vacation, я люблю отвечать либо it was fabulous, fantastic, or terrific. Fabulous, fantastic, or terrific. FFT, сокращенно. Вы можете по ощущениям говорить. Помните, keep it positive, people like it. Back to наши бараны. Значит, weekend не удался, вы говорите it was okay, I didn't really do much. It was okay, I didn't really do much. Я особо ничего не делал. На этом вы можете закончить, но если вы разговариваете
утром, например, с коллегой по работе, желательно еще какую-нибудь одну строчку-две добавить, потому что, опять же, могут воспринять это как нежелание ваше разговаривать с человеком. Помните, когда вы даете односложные ответы, да, нет, нет, да, это очень контрастирует с тем, как принято говорить здесь, у англофонов, понимаете? И даже не в вас дело, а дело в культуре и в традиции. Когда вы растете в чем-то, едите какую-то определенную еду, и потом вам бац, дают что-то, к чему вы никогда не были приучены, и для вас это что-то новое, согласитесь, вам трудно это принять. Но так же вот и англофон. И когда вас такое спрашивают, не забывайте, что по этикету обычно нужно переспросить собеседника «How about you?» or «What about you?» А вы чем? А вы чем занимались? Потому что очень часто, даже среди своих учеников, как знаете, one-way street. Я все время задаю вопросы, в ответ вопросы не задаются. То есть, если вас спросили «How are you?» «How was your weekend?» постарайтесь тоже у человека спросить. И это будет как раз conversation. То есть, говорите вы, задаете вопросы вы и ваш собеседник. Сейчас я вам скажу, что обычно отвечают англофоны, по крайней мере здесь у нас, в США, когда вы спрашиваете у них, как прошли выходные, и особо ничего не было. Такое, знаете, самая такая базовая бытовая рутина. Первый человек вам отвечает «It was good», если вы спросили «How was your weekend?» I saw a movie. Да? В кинотеатре идет какой-нибудь фильм, или можете название сказать. For example, I saw Begonia with Emma Stone. И потом вы можете слово за слово уже поговорить про сюжет, если оно к этому подойдет. Вы также можете сказать «Oh, my weekend was okay. It was lazy». Or «I had a lazy weekend». Когда лежали, плевали в потолок. «I didn't do much. I had a lazy weekend». Также, если вы ничего не делали, кроме уборки, вы можете так и сказать «Oh, my weekend was okay». Или «It was okay. I cleaned my apartment». Or «my house». Очень часто мои ученики говорят, типа, я играл роль домохозяйки, или я была домохозяйкой, типа, там готовил, убирался. It doesn't translate well into English, so be careful with that. Очень трудно переводятся вот такие шутки, сарказмы, не всегда они в культуре в другой есть, поэтому там, типа, я была Золушкой, я играла в домохозяйку. Старайтесь избегать конкретно говорить, что вы делали. I stayed home and caught up on some TV shows. Это когда вы сидели дома и все свои сериалы пересмотрели. Не сериалы, вернее, эпизоды, которые вы до этого не посмотрели, они у вас накопились. Глагол фразовый catch up – это доделать то, что вы не доделали. Дословно это поравняться с чем-то. Вы можете также ответить It was okay, I had me time. I had me time. Всем нам обязательно нужно иметь me time, поэтому такое есть. И очень часто сейчас. Had me time. Me time – это имеется в виду, что вы посвятили его себе. Ходили ли вы в какой-нибудь там, я не знаю, спа-салон, либо делали йогу, либо медитировали, либо читали что-нибудь, либо смотрели True Crime Investigation про каких-нибудь маньяков. Это уже дело ваше. Когда вы делали уборку, помните, что уборка – это chores. Вы можете так сказать I did chores. Окей, вот эти вот темы чаще всего всплывают в small talk, если вам нечего сказать. Если, конечно, вы там ходили на природу, либо делали шашлыки, либо еще что-нибудь, конечно, рассказывайте об этом. Keep it short. Помните, что это все-таки small talk, но и не просто отвечайте no, yes, yes, no. Это звучит как-то странно. И такие разговоры плавно перетекают в вопросы о том, есть ли какие-то у вас планы на выходные, на праздники. Сейчас грядет череда праздников. Что вы можете услышать в свой адрес? Are you doing anything special for the holidays? Are you doing anything special for the holidays? Если у вас праздники идут. Или for the holiday, если он один. Обратите внимание, в каком времени задается, с какой грамматикой задается вопрос. Are you doing anything? Помните, мы используем ближайшее будущее для того, чтобы спросить о планах. Вы также можете использовать gonna. В этом случае разницы никакой не будет. Как отвечать, если ничего не делаете, планов нет? Опять же, наше любимое not really. И немножко добавляете информации. Останусь дома, никуда не пойду. I'm gonna stay home and watch TV. I'm gonna stay home and watch TV shows. Либо вы можете также ответить nothing special. Или I don't have special plans. Про выходные могут спросить так же, как What are your plans for the weekend? What are your plans for the weekend? Какие у вас планы на выходной? Или What are you gonna do this weekend?
What are you gonna do this weekend? Какие у вас планы? Что делаете на выходных? Или же do you have any plans for the weekend? Do you have any plans for the weekend? Кстати, вы помните из моих предыдущих видео не обязательно выстраивать вопрос, а полностью. То есть вместо do you have any plans вы можете сказать any plans for the weekend? Doing anything special this weekend? То есть are you или do you вы можете выбросить, опустить, особенно если вы разговариваете casually со своими друзьями, коллегами по работе. Также, если грядет какой-то большой праздник типа Нового года или Halloween, вы можете сказать do you have big plans for this weekend? Если вы идете на танцы, трясти, чем природа наградила, вы можете сказать просто I'm going dancing with my friends. И выбираете время, либо ближайшее будущее, present continuous, либо gonna. Если у вас есть договоренность с друзьями, и особенно если вы говорите во сколько, там, вы идете, куда-то идете, ближайшее будущее, present continuous, предпочтительнее. Опять же, gonna, разница между gonna и ближайшим будущим нет. Просто если мы посмотрим на тенденции, англофоны с датами, с именами людей, с названиями помещений или мероприятия, где они будут проходить, используют именно present continuous или ближайшее будущее, а не gonna. А так, собственно, выбирайте любое. Главное, will не ставьте, потому что это будет странно звучать. I'm gonna do some errands and watch TV. По делам буду бегать и телек смотреть. I'm gonna do some errands or I'm gonna run errands. Run errands or do errands – это то, что мы по-русски называем по делам бегать. И в культуре англофонов do, run errands предусматривает какие-то мелкие задания, которые вы сами себе даете. Вам надо в банк забежать, вам надо забежать там в ЖЭК, заплатить за что-нибудь, забрать лекарство, препарат, который вам прописал врач, либо из химчистки что-то забрать, либо в магазин какой-то забежать, дать всем там по щам и сказать, что товар не соответствует качеству и попросить за него компенсацию и так далее. Это все попадает под категорию run errands. Это только самая-самая базовая, так называемая survival English часть, о которой я сегодня рассказал. Ваш контекст, он будет определять, что вы будете говорить. Но я хочу просто красной нитью провести, подчеркнуть двойной, сплошной линией, что small talk – это особая наука. Это как тест какой-то, который вы учитесь сдавать, читая о нем и играя по его правилам. И если вы будете относиться к small talk как правило, которое вы должны соблюдать, вам будет легче. Обращайте внимание, когда вы смотрите какой-то сериал или даже реалити-ТВ-шоу, как общаются люди, которые давно не виделись, что они говорят, или которые не знают друг друга, впервые встретились на вечеринке. То есть обращайте внимание, какой small talk между ними завязывается. Им вообще глубоко, может быть, даже наплевать о том, о чем они говорят. Но есть такой негласный протокол, культура, традиция, if you will. И согласитесь, очень приятно, когда незнакомый человек спрашивает, как у вас дела, какие у вас планы, и, может быть, у вас есть какие-то общие интересы, он интересуется, а нравится ли вам тот или иной персонаж, или какая-нибудь выставка, или какой-нибудь фильм. И вы никогда не знаете, к чему такие маленькие беседы, несерьезные, могут привести. Так, может быть, даже и друзей заимеете. На сегодня это все. Я желаю всем отличной рабочей недели. Пока.